В последнее время все чаще звучит название «Международное гуманитарное право», сокращенно МГП, то есть свод норм и правил ведения войны. Мы часто слышим о его нарушениях по телевизору, об этом пишут в прессе, обсуждают политики, но мало кто по сути понимает, что же это такое и почему так важно. Так как я когда-то всерьез занимался распространением знаний о международном гуманитарном праве, даже имею сертификат специалиста и различные другие благодарности, я сегодня расскажу о его основных положениях, нарушениях и чем это грозит. Позвольте представиться, меня зовут Олег и я нахожусь в Киеве. Пишу этот ролик в совершенно нерадостные времена, так как прошло не так много дней после нападения Российской Федерации на Украину, и прямо сейчас за окном изредка слышны взрывы. Но, тем не менее, давайте вернемся к теме сегодняшнего видео, так как это действительно важно. В самом начале стоит узнать, каким образом международное гуманитарное право связано с Красным Крестом. Сегодня я не буду рассказывать об истории создания этой организации, ее структуре и сферах деятельности. Скажу лишь, что в далеком 1949 году многие страны задумались о том, что даже для войны нужны правила. То есть определенные нормы, которые бы регулировали ведение боевых действий и, соответственно, за их нарушение предусматривается ответственность. Таким образом были приняты 4 Женевских конвенции и дополнительные протоколы к ним, что и стало основой для международного гуманитарного права. В свою очередь, именно Международному комитету Красного Креста доверили 2 основных функции. Первое – это распространение знаний о международном гуманитарном праве, и второе – это привлечение внимания к его нарушениям. Ну и также, собственно, содействие в роли нейтральной стороны в реализации его задач. О чем говорится в Женевских конвенциях? Если кратко, то основные тезисы такие. Первая Женевская конвенция об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях, принята 12 августа 1949 года. В ней говорится о том, что раненый или выведенный из строя враг имеют право на лечение и уход, которого требует его текущее состояние. Также все стороны военного конфликта обязываются содействовать в поиске убитых и пропавших без вести. Вторая Женевская конвенция об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение из состава вооруженных сил. Дата принятия та же. По сути, в данном документе повторяются все те же правила, что и в первой конвенции, но с учетом специфики нахождения в море. Третья Женевская конвенция об обращении с военнопленными. Дата принятия та же. Как следует из названия, документы регламентируют физические, моральные и психологические условия содержания военнопленных, право родных узнать об их участи и многое другое. Четвертая Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны. Дата принятия та же. Пожалуй, самая важная конвенция, которая защищает цивильных лиц во время боевых действий. Если кратко, согласно ей, стороны военного конфликта должны проводить четкое различие между комбатантами, то есть военными, и гражданским цивильным населением, а также между военными и цивильными объектами. То есть запрещены любые акты насилия и применения оружия по отношению к гражданскому населению, нанесение вреда цивильным объектам. Отдельно ограничивается использование оружия неизбирательного характера, которое имеет большой радиус действия и приводит к чрезмерным мучениям. Это очень-очень краткий пересказ сути международного гуманитарного права, или как его называют, право войны. Кроме этого, там говорится и о гуманитарной помощи, о содействии в организации зеленых коридоров, в защите медицинского персонала и объектов, поиске пропавших без вести и многое-многое другое. Вопреки мнению, которое укоренилось в умах многих людей, Красный Крест – это не медицинская организация, скорее гуманитарно-правовая. Хотя, конечно, он может содействовать в доставке лекарств, организации полевых госпиталей, работе врачей и так далее. О Женевских конвенциях и роли Красного Креста я рассказал, но, скорее всего, у вас на языке вертится закономерный вопрос, а каким образом и какое наказание следует за нарушение правил МГП. Здесь все достаточно просто. Если нарушения были зафиксированы, то дальше в дело вступает тот самый Международный суд в Гааге, о котором вы, я думаю, слышали. Это высший судебный орган, который рассматривает дела о совершении тяжких военных преступлений, геноциде, преступлений против человечества.
Кроме того, сами государства, участники военного конфликта, как правило, имеют свои военные трибуналы, которые определяют меру наказания за подобные преступления. Это все теория, но давайте перейдем к практике. Я, хотя и коротко, но достаточно подробно рассказал, что такое международное гуманитарное право, Женевская конвенция, Гаага, Красный Крест. Вообще, нарушение правил войны – это очень-очень серьезное обвинение. При этом на скамье подсудимых может оказаться как отдельный человек, так и сообщники преступления. Обобщая, можно сказать даже, что у преступлений против человечества может обвиняться целый режим, командование, правительство или даже косвенно государство, как сторона военного конфликта. Вот только на практике, конечно, все гораздо сложнее. Дело в том, что даже после появления международного гуманитарного права и подписания странами Женевской конвенции, в том числе и Россией и Украиной, стороны далеко не всегда выполняют его. Вместо этого мы часто наблюдаем действия, которые можно описать одной фразой: «На войне все методы хороши». Страдает мирное гражданское население, становятся целями цивильные объекты, происходят грабежи, мародерство, насилие, издевательства, убийства. К сожалению, это неприглядная правда любой войны. При этом нарушать нормы международного права и совершать военные преступления могут как целенаправленно, то есть как пункт определенного плана, так и спонтанно. В первом случае командование или правительство прекрасно отдает себе отчет в совершении данного преступления. Во втором отдельные лица рассчитывают на то, что в хаосе боевых действий их преступление просто останется незамеченным. Ну и также есть отдельная категория, которая вовсе не знает о правилах войны, что, впрочем, не снимает с них ответственности. Рядовой гражданский, который стал жертвой войны, часто не верит, что военные преступления будут расследованы и виновные получат по заслугам. На самом деле очень зря, хотя это долгий процесс, но в подавляющем большинстве случаев даже через много лет прокуратура и следователи добиваются правды. Да, это звучит слишком оптимистично в нынешних временах, но каждому комбатанту, то есть участнику военных действий, следует помнить о нескольких важных вещах. Нарушение Женевской конвенции может привести к очень и очень суровым последствиям. Как правило, это длительные тюремные сроки. Подчинение преступному приказу может быть приравнено к соучастию в преступлении. Запрещено применять оружие и любое насилие по отношению к гражданскому населению, наносить вред цивильным объектам. Напоследок несколько слов о Красном Кресте, или точнее замечаний. Лично мое наблюдение свидетельствует о том, что данной организации необходимо стать несколько гибче и эффективнее в своей работе. Например, это касается архаичных принципов подбора персонала. Помню, я лично был свидетелем того, как после начала конфликта на Донбассе в Киев приехала делегация МККК, то есть Международного комитета Красного Креста. В ее составе в основном были иностранцы, совершенно незнакомые со спецификой нашей страны, которые, соответственно, тратили дни, недели, месяцы только на то, чтобы войти в положение и разобраться в ситуации. В результате то, что можно было сделать за несколько дней, растягивалось на целые месяцы. Да и сейчас, по сути, я самостоятельно, без всякой выгоды, выполняю их работу, то есть рассказываю вам о международном гуманитарном праве. Ну что ж, надеюсь, это не зря, и таким образом я смог внести свою лепту в важное дело. Желаю вам мирного неба и нет войне.